Приветствую, друзья, в таверне гильдии рассказчиков. Сегодня мы ворвемся в завоевание и в режим бесконечности. Есть у нас 5 билетиков, поиграем. Вместе со мной будет поддерживать, давать ценные советы глава клана гильдии рассказчиков Макс. Я долго пытался выбить у него аудиенцию, чтобы он поддержал, подсказал, поделился мудростью, ценными комбинациями. И после взятки в размере консервной банки, огрызка от яблока и дохлой крысы, он не устоял. Приветствую тебя, Макс. Привет, Сергей. Конечно, твоя взятка была принята с удовольствием. На Да. какой колоде будем играть сразу? Ну, начнем с Гильгамеша. Давай я кратко саму колоду покажу. Одно улучшение здесь было по сравнению с прошлым видео. Я добавил Фастаса, убрал я Казара и добавил Фастаса. Играет так, на мой взгляд, получше, поинтереснее. Также, друзья, небольшое мини-объявление перед началом. Мы сейчас набираем в клан гильдии рассказчиков желающих бойцов. Мы еще на этапе создания правил клана, но если вас заинтересует участие, хотите быть причастными к истории, которую мы творим, надеюсь, не истории позора, да? Представим, мы сейчас сольем быстро все 5 билетов, и никто не захочет быть причастным к этому позору. Может, кто-то захочет исправить ситуацию. Да, кто захочет исправить ситуацию, пишите в комментариях. Макс будет чекать на канале и напишет вам в личное. Так, объявление сделали. Переходим в режим бесконечности. 5 попыток. Возможно, 5 разных колод, но это мы уже по ходу посмотрим. Поехали. Все, награду мы получили, 200 медалей, можно выходить и без позора. Ну, запускать новый билет, да, тут еще 200 собрать. Да, надеюсь, сейчас она открылась. Будет искать быстро. Так, добавляют сюда по случайной карте после третьего хода. Ну, выставляем санспота, тут пока без вариантов. И будем смотреть, куда лучше Анжелу пристроить. Пока что заход неплохой. Интересно, очень часто я встречаюсь против Аришамов, но это будет не Аришам, что уже хорошо. Я вчера... В завоевании... Да. В завоевании как раз Аришамы, они чуть более лучше, чем в обычной игре, поскольку каждая игра уникальная. У тебя не получится отыграть вторую, там, третью битву от того, что играет соперник. А у него получится. Да, под такую колоду сложно подстроиться. Я вчера тестировал, у меня там было пару билетов серебра. Играл, наверное, игры 3. В общем, постоянно были Аришамы. То есть, действительно, заполонили. Сейчас мета заполонила на завоевание. Ну, почему бы и нет. Колода себя хорошо показывает. Ну, здесь Фастаса, да, мы выставим. Будем ждать, что он нам принесет. И Анжелу качнем. Противник выставил Равону. Негатив против нас играет. Угу. Причем хороший тоже у оппонента ход. Ух ты, какая карта. Ваши карты всегда раскрываются последними. Это надо учесть. Нам это надо будет учесть. Так, ну, здесь уже как бы жду твои советы. Я думаю, можно бы и со сквотча, наверное, уже поставить. У нас пока... Да, со сквотч. Тины нету. Причем справа, я думаю. Справа Анжелу пока не качаем, да? Хорошо, давай так. Так, здесь мы не сможем отступить после пятого хода. А теперь можно кидать
например, Можно теперь и отступить, да? Но нам, смотри, нам, получается, наш Фастас нам сыграл как удешевитель в данном случае. И смотри, снэпнул. можешь сыграть Тину налево, да, и Сейджа в центре. Либо же не Сейджа, а... Ну, конечно, Blue Marvel было бы хорошо, но хорошо было бы сыграть две карты. Так, у нас тут 3, 5, 8, 4. Сейдж будет 8. Я даже, может, и в центре Тину сыграть. У нас то еще будет прокачка. Потому... Давай так, мы дадим ей еще плюс 2 статы, таким образом. Ну и плюс еще Тина может на шестом бафниться, мы еще чуть увеличим локацию. Ну, давай, давай. Здесь, правда, будет 4 кубика, может лучше стратегия отступать сразу. Ну, давай посмотрим, что ждать от соперника. Мы снапать не будем. Но Ага. центральную локацию догнали, по крайней мере. Да, тут я немножко ошибся. Ты. Интересный ход. Да. Отступить мы уже не можем, поэтому будем играть до конца. Зашел нам, в принципе, Гильгамеш. Я не знаю, разруливается ли это вообще. Нет, у тебя слишком мало Эм, бафанных карт. 4 карты. 4 карты пробафанных. Ты не можешь разыграть, например, и Блум Марвел, и Гильгамеша. Ну, тут и тут что-то, скорее всего, сейчас интересное тоже выставится. У нас будет Теперь налево. Гильгамеш будет 13-15 статов мы можем. Но тут, да, не хватает, мы в любом случае проигрываем. Тут тогда все равно где что выставлять. Хотя бы одну локацию, надеюсь, заберем. Это уже успех для нашего клана. Одну из 3 забрать. И то не факт, я смотрю, что-то там накидал оппонент. Вонг тут у него есть. Дабл Вонг. Еще один вонг, нормально. Ого. Ага. Ну, прикольно, кстати. Да. Мы, мы и одну локацию не взяли. Хорошее начало. Хорошее использование этой карточки. Что тут, наши шансы надеяться, что негатив ему не будет на 3-м году всегда разыгрываться. Если вы разыгрываете здесь карту, и сила удвоится. Ну, это, кстати, для Кити Прайд хорошая, для прокачки. Значит, Анжелу придется здесь пока ставить, чтобы бафалась хорошо Кити Прайд наша. Но сейчас на втором ходу надо Тину сыграть. Ух ты. Какую из Две них, Тины. ну это локация, какую из них, я думаю, даже не Тину, а Анжелу играем здесь, а потом может где-то Тину в центр, чтобы Кити Прайд тут постоянно удваивалась. Давай так сделаем. Хорошо, Потому что давай. Тина сейчас все равно не качнется у нас. Окей, Анжела, у тебя сейчас не качнется. Так, Давай на правую локацию все, что можешь, выставляй. Ты забьешь противнику локацию, и в итоге он ее проиграет. плохими картами, чтобы он Вонга не мог выставить, да? Спасибо за совет. Ну, Тину в центр, да, поставим, наверное. А, да. А тут будем бафать. И потом вторую Тину, я думаю, направо. Мне так кажется, ну, с учетом увеличения, у нас это за счет Кити Прайд единый сейчас шанс. Ну, там под Шанчи, конечно, можно подставиться. Я бы, наверное, снэпнул. Негатива у него нету, потому что Давай. пока что не вижу других вариантов. Ну, тут еще одну Тину, да, поставим. Справа, справа, верни, справа, забирай не одну локацию. Ого. Противник думает подтверждать снэп или сдаваться.
Тут, я не знаю, Шанчи, что еще может такое нам Кити Прайд поломать. А, Не факт. Ты Кити Прайд разыграешь на какой-то рандомной локации, он не знает на какой. Ну, потом, да, Ну, я думаю, может и со скотча сейчас в левую пока поставить. Правда, можно и подставиться хорошо, но тут понятно, что в последний ход Кити Прайд будет на другой локации разыграна. Хотя, может быть, и здесь. Э, Тут вопрос со сквотча, куда мы поставим сейчас. давай Сюда, направо лучше. на Давай не правую. туда. У тебя Кити Прайд и так пробафалась, если что. Давай. И я смотрю, Гильгамеш в твоей колоде не особо играет. Мало пробафанных карт. Ты одну карту все время выставляешь и возвращаешь. Он сейчас, Вот. я знаю, он сейчас, наверное, Армен Залам уничтожит свою панду. Здесь она станет 16. Нет, Хорошо. Ну, я так думаю, такая была задумка. Наверное, он быстрее посчитал, чем я. Мгм. Ну, я не знаю, Антмена пока ставить сюда. Воскрешение, не знаю, поможет ли нам тут. У нас как бы... эм, если он вырубит какого-нибудь монстра Шанчи, то да, то поможет. вряд ли он себе так будет делать. Санспот. Санспот. Так, Равона вот сейчас, по идее, негатив надо ждать. Угу. Ну, мы сюда тогда разыгрываем как раз. Попробуем один энергии потянуть. У нас, в принципе, это дает возможность Марвела разыграть с кем-то в паре. Но если будет единичка, опять же, чтобы Тина бафалась потом. Ну или раньше его просто поставить на следующем ходу, если мы выиграем. Сейчас на этом ходу эту локацию. У нас тут будет 5, 6 даже. Желательно с белочкой. Марвела с белочкой сыграть. Чтоб, вот, нормально. Но только Да, пока... только без пары. Куда мы Все равно Марвела играй сыграем? Марвела. Ну да, я понимаю, куда. Тоже поставим, чтобы не потерять тут. Ну да, тут мы можем потом же Да, передвинуться. потом, если что, передвинешься. Так, это у нас 6-й ход. Я думаю, Ну, ну, Гильгамеша мы можем сейчас уже разыграть. Мы сейчас нет. разыгрываем, смотри, разыгрываем белочку. То есть его все-таки на последний, да, думаешь? Я думаю, да, сейчас сыграть белку и Сейджа. Смотри, ты играешь белку к центр, да? И Сейджа налево. Раз, два, три, четыре. И Белочка левую... у тебя будет 3 очка занимать, то есть... Смотри, белочка станет 2. У нас тут много двоек. Сейдж мы не качнем. Может, Сейдж справа сыграть? Но тогда перемести Найт этого. Ну, сюда, к Да. Антмену, наверное, перемещаю, да? Потом мы сейчас играем белочку. А ну, Не, еще раз давай этого перемещай подумаем. в центр. Его в центр перемещай. Потому что тогда ты Гильгамеша не сможешь слева отыграть, и он точно заберет ту локацию. А так ты сможешь выбирать. Ну, тут будет Армен Зала, скорее всего, сейчас. Нам, по идее, если тут будет сейчас Армен Зала, это тут он 16 станет. Вот эту локацию вообще можно, по идее, дать, а постараться за эту побороться. Просто сейчас... За какую? За левую? За среднюю, мне кажется, надо побороться.
Почему? Смотри, у тебя, если ты сейчас ставишь в левую локацию Гильгамеша, Гильгамеш сильно прокачан и сработает от Антмен. Ты можешь забрать левую локацию. А не легче среднюю? Мы здесь на 4 ведем. А здесь мы с учетом апа Антмена, у нас 12, тут один мы проигрываем. А здесь 4 ведем. Все-таки легче, мне кажется, среднюю попробовать забрать. Хотя он может сейчас здесь что-то разыграет еще. Но негатива не было, вряд ли он много карт сейчас сыграет. Я за Что он среднюю. может две локации забрать. Ну, то есть правую тоже. То есть думаешь, тут, где мы проигрываем, тут реальнее выиграть? Ну давай, если там будет зала, посчитаем. Ну давай, я ставлю в левую, и да, и все. Тут может быть и получится. Тут Санспот сейчас 2 получит. Антмен даст, это 6. Если что, вы знаете, друзья, кому претензии писать в комментариях. Да-да. Ну да, Армен зала. 16-16. Нет, да. Ты был, кстати, ну не знаю, был ли ты прав, но если бы мы сыграли тут, Гильгамеша, наверное, бы тоже выиграли, да? Да, я думаю, мы все равно забирали. Ну, значит, хорошо. Я поздравляю, ты уже ведешь в этом Ну, поединке. я так понял, если он разыгрывает негатива, лучше сразу пасовать просто, да? А у нас, блин, Кити Прайд плюс 1 к стоимости, как неудобно, да? Она, Получилось. возможно, будет только раз иметь +1 к стоимости. Я не знаю, как это работает. По идее, она Или возвращается. Ну, посмотрим, может, и проверим эту в теорию. В теорию потом так. Ну, Анжелу по центру, правильно, пока тут разыгрываем по локациям, можем... Так, Одина мы получили. Ты- Ну, вот сейчас, если бы Кити Прайд не испортилась, была бы уже хорошая комба. Сейдж как-то тоже не хочется зря отдавать Тину или Кити Прайд рискнуть. Давай Тину, наверное, поставим, да? Да, лучше Тину. Ты ее в любом случае будешь играть. Так, сколько он ему дает? На 6, да, увеличивает. Ну, здесь, наверное, можно Антмена и Сейдж разыграть. Антмена, наверное, слева, а Сейдж по центру. Сколько она? Ну, она получит не так уж и много. У нас только 1, 2... Не, ну, 1, 2, 3. Сейдж будет 6. Если ты Антмена сыграешь тоже по центру, то Сейдж еще бафнется. Нет. Это что же единичка? А Тина, она в Так конце он бафается. сразу получит... не, Антмен сразу получит Ага. баф, как Плюс только 5. ты карту такую положишь. Вообще, может и Кити Прайд тут разыграть, а Санспот подберет и проверить в теории. Давай, наверное, попробуем с Кити Прайд. Мне, кстати, это интересно, даже думаю, как она после удорожания она действительно остается или когда она возвращается, обнуляется. Тут больше для эксперимента. Так, негатив на 4-м ходу. Ну, не оптимально, но тоже опасно, может быть. Нет, видишь, остается. Ну, проверили. В принципе, мы сейчас можем опять Тину и Сейджи, наверное, сыграть. Сейджи уже по центру. Сейдж уже по центру, Или да. Марвел Снэпа в надежде, что Гильгамеш зайдет. Blue Marvel, ты хотел сказать? Да, да. Давай сыграем Blue Marvel. Если заходит Гильгамеш, тогда Ночной Змей и Гильгамеш в следующий ход. Но это будет последний потом. Но сейчас опасно, он может прям целую кучу всего поставить. И если у него будет... Да я тоже Вот. думаю, когда... Если Вонг, можно будет отступать сразу. Потому что там у него... Ну хорошо, Один. давай посмотрим еще ход. Мы можем, конечно, и сейчас отступить. Потому что когда негатив, наверное,
Давай. Ну, 2 потеряем. В принципе, не так уж критично. Так. Не, ну это пока не слишком страшно. Вонг был бы страшнее. Но у него есть сейчас Один. Мы же скопировали. У него есть Один в руке. Но Один у него стоит 6 в любом случае, так что он не сыграет И еще у и него Вонга, есть... и Одина. Еще у него может быть нолик Тор. Вот я за что. Но нам заходит Гильгамеш, что не может не радовать. И вопрос, как? Как играть? Не знаю, я бы, наверное, играл сюда Змея и Гильгамеша сюда пробовал. Гильгамеш у нас будет 1, 2, 3, 4, 13. Но, если он сейчас сюда ставит Одина, опять запускает бафы, хватит ли 13 нам? Так он не будет 13. Или сколько? Ну, Гильгамеш будет 1, 2, 3, 4. Гильгамеш у нас 13 будет. 14 должен быть. У тебя 5 карт пробафаны, все Ага. кроме Blue Marble. Точно. Змей же тоже. Ну, такой расклад подходит. Играем на 4 куба. Да, играем. Давай. Ах. Ну, Ага, вот как он. Кстати, интересно, он Одина. по крайней мере, локацию с Гильгамешем ты забрал. Это уже успех, да. Но у нас еще остается попытка 2. Кстати, интересный розыгрыш такой. Да тут вообще задавил тут. Без вариантов, да. Кстати, близко, достаточно близко. Угу. 3 очка. Красиво. Красиво соперник разыграл. Тут Армин Залу опять Но теперь уже запустил. без права на поражение. Ставка максимальная. Ну да, уже мы отступить не получится. Ну, не знаю, так поставим. Мы здесь ничего не можем разыграть. Наверное, на следующий ход Фастаса пробовать ставить. В надежде, что он... Ух ты! Игра завершится после 4-го хода. Вау. Это интересно. Ну, Фастаса все равно куда ставить. А у нас было бы сейчас единички, мы бы со сквотча выставили по дешевке, но... Так. Ага. Ну, здесь, по идее, Армен Залон не разыграет. Сейчас эту локацию мы, если оставим, по идее, заберем, правильно? И что ли все... Можно сыграть Санспота и Кити Прайд. Ну, все в одну. типа других. Или с другой стороны Санспота Кити Прайд. Санспот у нас станет, может, сюда попробовать еще. У нас как бы 2 локации заберем. Ну, попытаемся. Хотя он 2 карты может Давай. положить. Ну так ты 3 локации типа забираешь, а он на 3 не сможет все разыграть. Ну, давай так пробуем. Ай-яй-яй. Да, нормально. А если... Рискованно. Ну, опять Вообще, же, смотри, если 5 очков, мы бы тут сравнялись с ним, и мы бы проиграли тогда, кстати, если бы сыграли сюда. Тут была бы равно 3, Ну тут, да. тут ничья, а он 3 по сумме локаций. Правильно было решение. Ну, теперь как бы это действительно финальная игра или для нас, или для оппонента. Давай, Гильгамеш, тащи. Ух, это он сейчас может Ну, негатива Марвел, разыграть.
Ты сейчас можешь разыграть Blue Marvel Да со могу, старта. могу, И но он сейчас негатива может разыграть. Ну, Тину никак мы сейчас не поставим. Ну что, сюда Не-не, белочку и Блю Марвела? я бы белочку оставил в руке, чтобы ну, там дальше потом с Тиной ее сыграть или еще с кем-нибудь. Так что Или отдавать просто так ману, ты думаешь? Одну. Хорошо, давай. не жадничай, она потом может Слушаем сыграть эксперта. лучше. Iron Man. Так, ну теперь Iron Man под Армен Залу, наверное, настает у него хорошо. Тину, Пертину, да. потом Фастас, наверное. Не факт. Давай, Можно играть через Фастаса, а можно через Squirrel ну Girl и давай через Ant-Man. Фастаса пробовать. Да, Тину, конечно, еще один ход мы не бафнем, но... Так, тут сейчас будет Вонг, походу. А, нет, это теперь Это Iron тоже Man. Iron Man, да? Это не лучше для нас тоже, конечно. Не знаю, белочку и санспота. Потому что, чтобы у нас хотя бы единичек тут было больше. Ну, тебя против такого теперь устоять сложно. Нам надо середину пробовать забрать. И какую-то из локаций под Айронменом почти кажется, что миссия невыполнима. Тор. Тор сейчас будет десяточка, да? Правую ты не заберешь, там, ну, типа, Iron Man с бафами. Это жестко. Да и левую, ну хорошо, в левую он выставит панду. Ну, в любом случае, пока мы можем... Тут дают карты +1 сыграть так, чтобы Гильгамеша оставить напоследок. Да, да, да. Потому что других вариантов не вижу пока тут. А уже посмотрим на следующем ходу. Так. И Тина у нас не бафнется, да? Пробовать, Ну, я не знаю, пробовать нашего змея в центр и сюда Гильгамеша ставить. Или, ну тут он, мне кажется, тоже что-то может поставить. Хотя пока мы локации все Смотри, рядышком. змей у тебя уже раскачанный до 6, и это плюс 6 в центр, плюс Антмен свои очки даст, а Гильгамеш А налево. вот Ну, я думаю, Гильгамеш налево или направо? Вот в чем вопрос. Налево, думаешь? ну Вдруг у смотри, него если молот? там будет... Там не только молот, там и Зала этот тоже телепортирует Айронмена в правую локацию, и ты ее проигрываешь. Но неизвестно, что он туда поставит. Я бы лучше играл налево. Давай. Но правильный выбор. Правильный выбор. А с другой стороны, я вот о чем думаю. Опять же, выбор, если бы тут сейчас Гильгамеш, мы бы тут забрали. Так что, опять же, ну, то, что ты с логики расписал, было правильно. Так, друзья, ну первый раунд мы прошли. Двигаемся дальше. Победу прям вырвал, я не знаю. Да, причем казалось после первого, что нельзя было хода отступить, сразу 4 потеряли. И... Ну, видишь, негатив, он в том плане, если он заходит, когда нужно, он разнос устраивает. А если он не оптимально заходит, то сложнее играть. Но вот этот мув, когда Армен Залой, он Одина замочил, или как он сделал, в общем, что он Одинов еще Да-да, потом он Одина, и Один во всех локациях типа отработал. сделал рестарт. Не знаю, тут давай с Кити Прайд начнем. Давай, давай. Под Фастаса выйти. Пока много единичек, поэтому было бы неплохо Анжелу увидеть или Тину.
Вот, ну, тут уже интересно. Вот у нас и бафа получили уже даже карты. Тут, не знаю, пока сюда змея и опять Кити Прайд. Я так предлагаю. Хотя, Дальше подожди, Фастас подожди. по-любому. Давай лучше не так сделаем. Змей вдруг Анжела выпадет, еще пригодится. Давай сюда, ну, типа мы можем качнуть и уйти с локации. Давай так сыграем. Потому что, Давай. думаю, так правильнее будет. Вариативнее немножко. Воу. И сейчас локация здесь. Подожди, возможно, что-то да, такое да, рандом да. карт. А, мы играем против Арешема. Забыл это сразу проверить. 19 карт. Я просто думаю, какие-то, ну... Вот и Арешем нам встретился. Эффекты при раскрытии не срабатывают. Ну, для нас пока это не... Ну, Фастасу только мы не сюда теперь разыграем. Играем Фастаса, да? Ждем от него. Конечно. Кстати, интересно, ну, я как бы еще против Арешема не играл. Не попадались Да мне. не прикалывайся, это сейчас мета. Ты, наверное, в игру не заходил после того, как ну, на этой неделе открылся новый спот с этими, с 4 картами. Я против Арешемов, по-моему, каждую вторую, а то и чаще играю сейчас. Ну, видишь, как совпадает. Вот и Арешем случился. У тебя же тоже, кстати, есть Арешем, поэтому мы ждем от тебя интересную колоду с обзором. И, скорее всего, наверное, в завоевании, раз ты говоришь, это его прям уникальная стезя. Ну, Смотрим. на третьем ходу разыгрывать 14 стат. Это разве законно? А, ну понятно, стоит на пересмешница. Ну тут мы сейчас 3 карты можем разыграть. Только в какой последовательности? Белочку что ли сюда. Санспота можно сюда. Типрайт. Да, и Ночного Змея можно играть. Пока в так, хотя ночного змея не знаю. Ну, нам уже Анжелы, Тины под прокачку не заходит. Фастас, кстати, сыграл для нас в данном случае как баф, я так понял. Нужен Blue Marble, причем срочно. Ну, хотя Blue Marvel тут только 2 статы добавит, ну, по сути. Не, понятно, что для Гильгамеша. Но он не заходит, но у нас, а ну, если мы сюда ставим 1-4, у нас тут хорошо сейчас Сейдж качнется. Давай так, наверное, и сыграем. Давай. Я думаю, может быть, центральную мы отдадим, поборемся, посмотрим сейчас. Раз, два, три, Не забывай, что эффекты 4. при раскрытии на левой не работают. Ты не сможешь туда Гильгамеша сыграть. Угу. Сейчас бы смог. Ну, тут однозначно, наверное, ход это Кити Прайд играть и Гильгамеша. Только в куда и в какой последовательности. А что если мы, Потом- смотри, как сделаем, если мы сюда змея, мы получаем здесь 10 плюс 4, 14, как бы 14. Кити Прайд ставим справа, а в центре Гильгамеша в надежде, что... А перебьем ли мы, можем посчитать. А ну, раз, Да, перебьем. раз. Сколько у нас? Раз, два, три, У 4, тебя же 5, все карты и 6, так, кроме белок. 6. Ну вот тут и Фастас хорошо сыграл. Делаем так. И Да, снэпаем. Может делаем и так. снэпаем. Ну, снэпни. Давай. Пока он не знает, на чем мы играем. Центр ты точно выиграл. Вопрос только за левую и правую локацию.
Сейчас это может очень будет быстрая игра. Он сейчас тоже снэпнет, и мы там с двумя этими останемся. Ну, есть надежда. Да, что он не раскачает. Так прям. Отступил, а он, получается, Гильгамеша не видел еще, да? Не Для него видел карта не еще. раскрылась. Ну, как бы тоже тут логично, понятно, если есть фастас, единички. Теперь он знает большую часть наших карт, а мы нет. Да. Вот в чем фишка. Ну, с подобной колодой может быть не Гильгамеш, а Черный Лебедь. Тоже новенькая карточка была в сундуках. Что она делает, напомни. Я... Делает единички, все твои, на следующем ходу дешевле. Ага. То есть не Мгм. дешевле, а ноль. Даже если там на них накладывался штраф по мане, там за счет айсмена или локации, то все равно он будет стоить ноль. И Тут ты, получается, смотри, я этот перебью ход, заканчивается, есть джин. Мы можем, по идее, за счет джинов разыграть потом Блю Марвела, и он бафнет джинов, наверное, в центр ставим. ставь, да. Но Тут главное джинами не заспамить и локации, с одной стороны, ну... Ох. Ну я надеюсь, это будет без этого, без эволюционера, просто карточка. Циклоп. Да, рассказывай, а то я тебя перебил. Черный лебедь, она делает карты, которые стоят один. На следующем ходу все бесплатные. И смысл в чем? Ты до конца держишь все единички, почти ничего не играешь в целую игру. Потом разыгрываешь там черного лебедя, кучу единичек. Ну, у меня в такой колоде лежит еще там Женщина Халк и Санспот. И как он называется? И Сосквотч еще. Угу. Санспот подбирает всю ману, которую ты не реализовываешь в течение всей игры, а Санспот ты можешь сыграть за счет того, что ты кучу единичек разыграешь, потом Санспот считай бесплатный, плюс Женщина Халк нормально заходит. Угу. Колода не набирает прям целую кучу очков, но за счет того, что ты типа почти ничего не играешь, а потом резко все выставляешь, можно выиграть. Так, сейчас мы, по идее, можем разыграть уже нашего Марвела и Китти Прайд. Марвела в Ну, Марвел центр по-любому. или не в центр. В принципе, а что мы теряем, если мы так разыграем? Нужные карты нам уже зашли, в принципе, все. Тут вопрос, может еще попытать энергию выставить джинов. Да, мы не качнем Тину, но закинемся так на пятых. Или на Да, давай это, наверное, перед шестым сделаем. Ну, Джина разве что на левую локацию выставить. Ну, давай это на следующий ход сделаем. Пускай сейчас качнется разок Тина. И мы сейчас просчитаем, мы можем там, не может комбинацию сделать хорошую на последний ход. Хорошо, что у тебя карты не раскрылись, а и сработал эффект. Да. Сейчас они разбафаются обратно. Ну, правую локацию Тут да, не, ты не забираешь. забывай, что тут есть после того, как вы разыграете здесь карту. Ага, после розыгрыша. Ну хорошо, значит там на Тину условно можно как бы сейчас и подзабить и больше разыграть сейчас. Если я так себе Да, вижу джины. Нужны ли нам джины? ну, нужен джин в центр один для того, чтобы сделать разные... Смотри. Ну да, я что-то посчитал, что у тебя маны будет бесконечно. Ты хотел еще в Сейдж сыграть. Ну, Но так они мы не играют. можем сейчас сыграть сюда. Ну, мы сейчас закидаем руку себе, правда, ничего не зайдет нам. Давай G на раз, G на два сюда.
Не-не, подожди, подожди. А Пот- смотри, можно Потом сыграть. Кити Прайд и Сейдж. Ну, я вот так вижу. Но это я пока... А ты можешь сделать то же самое в центре, и Так, нам там сейчас Сейдж Джина тоже в кучу будет. накидает, и ничего не зайдет на шестой ход. У нас заполнится рука. Ну ладно, пускай будет так. Ну тогда ты, Подожди, получается, лучше тогда вот так сделать. Мы ж можем перемещать. Вот так будет больше стат. Вот так мы сделаем. Вот. Вот так будет. А, хотя тут да. тоже Kitty Pride 3. Ну ладно, играем так. Молоток полетел. Кстати, там Сейдж должен нормально бафнуться сейчас. Или нет? Ну, неплохо, в Ну, принципе. а теперь все джины, ну как все, два. В центр, и ты за левую локацию предлагаешь побороться. В левую локацию Кити Прайд. А в центр Гильгамеша потом. Центр Гильгамеша, да, ну и джины. Сначала Не, можно белку кинуть. Может и снэпнуть? Слушай, тут вроде как неплохо Ну, выходит. снэпни, снэпни. Хотя, не знаю. Да давай. Правую ты точно забрал, и ты борешься за две. Вряд ли он заберет две. Одну из них, да. Отступил. Вот. Но видишь, а так бы 4 забрали. В общем, спугиваем мы его вторую игру подряд. И он снова не видел Гильгамеша. Но тут уже, скорее всего, он догадался, конечно. Как и мы догадались, что у него решил. Не, ну, Оу, тут, наверное, надо сразу будет сдаваться. а он Подожди. снэпнул, А он смотри. узнает... Давай сдадимся сейчас сразу. А у него не будет Гильгамеша. И То Гильгамеш у есть, ну тебя хорошо, будет. два можем себе позволить потерять. Чем мы и правда такие трусишки. Ну тогда играем Квинджет пока. Чтобы Плюс он ты можешь удешевлял играть нам. через... Можешь играть через Тину и раскачивать Тину. У него не будет ни Тины, ни... Так, заполнить локацию предлагает. Ну вот, кстати, хорошая зашла тут, да. Гладиатора сыграем. Хотя сейчас что-то вытянем еще там. Гладиатора надо не на центральной локации, наверное, играть. Сейчас играем пока Тину, Давай а на Тину следующий ход... сыграем, да. Хотя подожди, стоп. Это ж наша колода, че переживаешь, он что-то вытянуть. Но он Всё, может... Единственный вариант это со сквотчем. Сосквотч, да. Но там карт до хрена у него. 18. А у нас 6. Вот мы Нет, же с ты-то нашей будешь тем. вытягивать не из... Нет. Ух ты, Шанчи. Ты будешь вытаскивать именно Смотри, из да, его давай, если колоды. вытянем со сквотча, мы его прикроем Шанчи тут же. Поэтому... Ты его не вытянешь. Ты его не вытянешь. Ты вытянешь из его колоды. То есть это не так Все работает. равно ты вытянешь из его колоды, Ну не из хорошо, в своей. любом случае, если что-то мощное вытянем, у нас есть Шанчи на этот случай. Манас. Фу, ты как знал. Угу. Ну, по-моему, хорошо, что ничего... Не, хотя бы в любом случае у нас же ж была Кити Прайд, даже если бы Магнета перетянул нам тут что-то. Так. Сразу бьем по нему. Потому что другое что-то более удачного не вижу пока розыгрыш на 2 карты. Ну разве что агента, ну... Не забывай, что тебе надо будет занимать правую локацию, так как там 100 силик, там кто больше карт имеет. То есть агента сыграем, чтоб спама подкидал. И Кити Прайд. Ну, я думаю, Шанчи мы успеем. Хотя подожди, а ты не забывай, что мы сейчас же получим плюс 3 к максимальной энергии. Надо закрывать. А он тоже точно это сделает сейчас. Ну тогда давай Шанчи и Кити Прайд. Тут точно. Плюс 3 важно тоже. Да, да. Согласен.
Ну, а теперь, да, надо закрывать. До Гильгамеша мы оставим напоследок, хотя он тут особо и не бафнется у нас. Подожди-ка, а что делает вот это 1-2? А, добавляет снежных стражей, ястреба и медведя. А здесь мы при раскрытии добавляет случайные карты. Ну, это нам точно сейчас надо случайно. Короче, ну, наверное, и Кити Прайд качнем. Хотя Кити Прайд качнется на одну, а так мы плюс 3 получаем. Наверное, нет А смысла. Кити не надо. Кити не надо. Хорошенько он так накидал. И если ты разыграешь что-нибудь в центр, за счет Тины и карты ты сможешь центр забрать. И надо будет подумать, каким образом забрать еще одну локацию. Ну, Тину мы сейчас не качнем, у нас аж 9 маны, и лучше. Допустим, хорошо, что мы можем в центр разыграть? Нам не хватает 5 стат. Quake. Но Quake сравнивает. Смотри, Quake меняет местами две другие локации. Он тут ждет, а мы тут сейчас максималочку накидаем. Ты влево кучу карт накидай. Ты либо вы сравняетесь по картам в центре, либо ты левую локацию выиграешь за счет количества карт. Но тут мы сравняемся. Нормально. А что, Нормальный план. смотри, а что если мы сюда Квейка разыграем? Он поменяет местами локации, а мы все-таки сюда Гильгамеша поставим. Пускай у него тут будет 4 карты, ну хотя тут статы у него мощные. Нет, подожди. Сейчас есть шанс, что сток силы будет либо по центру, либо слева. Тебе надо больше карт накидать в левую сторону. Ну, Гильгамеша тогда мы не играем, получается. Ну и играй туда Кити Прайд. А ну, если мы Это, конечно, тоже 5, рисково. 2, да, не, ну играем. Давай так тогда. Вот так и Кити Прайд. Давай. Только, блин, ладно, я Крачела сыграл, надо Давай же было Кити быстрее. Прайд сначала ставить. Гильгамеш, чтоб получил доп статы. Ну ладно. Ну да, вот он ждет тут. Что там у него, главное... Ну пока Он что туда мы должны просто для выигрывать. количества закинул карты. Да. Ну, красиво, красиво тут получилось. Благодаря его картам. Но он увидел Гильгамеша теперь нашего. А мы по-прежнему его колоду не узнаем, потому что она сгенерируется сейчас случайным образом. Ну, большая часть. Но я так думаю, Зато контроль, Квейк, Шанчи такие обычно берут как раз то на постоянке. Это его карты могут быть. Зато, возможно, это будет последний поединок. У противника осталось всего 3 кубика. Ну и он снэпнул еще. Ну, не знаю, пока воздушного змея тут без вариантов больше ничего не сыграет. У него Квинджет, удешевление. Это получается мало того, что удешевление, и у него сейчас на одну ману больше в этом плане, конечно. Оу. А вот это прикольно. Не хочешь Тину отдать под Халка? А у него Шанчи есть. Ну тогда Тину кидай справа. Я вот думаю, отдавать или я бы не отдавал, наверное. Но ты можешь ночного змея под Халка Ну, отдать. Это в змея, любом да. случае лучше, да. Ну, Тину слева поставим. Как Потому что хочешь. тут еще Слева, непонятно, справа. что там будет. Вы не можете здесь разыгрывать карты. Ха. Ну да, он сейчас на Халка выигрывает. Окей. А, после третьего хода, подожди, чем мы парились. Мы можем Ты можешь Фастаса. Ансена. Ну, он еще Кстати, что-то Фастаса. докинет. Кстати, Фастаса это ж хороший вариант. Он свое раскрытие отыграет. Ну, он сейчас, я к Станет тому, что Халком. еще две сейчас накидает, будет 4 Халка. Но, с другой стороны, если будет 4 Халка, будет плюс, мы сможем перебить чем-то, попытаться там. Если там будет 4 Халка, то он твоих Халков не снимет. Угу.
После 4-го хода нельзя разыгрывать карты. Ёлки-палки. Не увидел. Ай-яй-яй. Это обидно было сейчас. Мгм. Ну, может, там Фастас удешевит. Игра Гильгамеша. Нет. А И почему бы и Ant-Man, нет, если мы точно ее заберем? Ну, и опять же, точно в кавычках. Ну, Сейдж будет 4. И перемещений у нас уже нету. Но есть Марвел, он накинет 2. Я думаю, играть сейчас так, пробовать. А если Да, давай. он сейчас точно закрывает эту локацию, мы просто 2 отдадим. И все. 2 куба ему. Ну, это нормально пока что. Что у нас там по статам только. А он даже нам Сейдж поможет качнуть. Ну, пока мы еще в игре. У нас есть Пока Blue нормально, да. Marvel. И даже Тина сейчас бафнется. Все-таки нам удешевил нам Фастас в этот раз. Что мы так делаем и так. Ну да. Ой, это Вот даже он хороший 6 ход. заходит. Это прям хороший ход для нас. Мы и так за то уже не боремся особо. Ну, Смотри, у тебя сейчас разыгрывается но если он там ничего не... Если у него тоже бафа. Анджела и Гильгамеш. Анджелу и Гильгамеш бы играл налево, им было бы Ну да, прекрасно. противник отступил. Ему что-то Макари испортил, я так понимаю. Как готовность к бою, а? Да нет, Макари ему ничего не испортила, просто там без вариантов. Ну, сейчас, обрати внимание, играя против Решама, мы ни разу не проиграли, но это сейчас может быть или очень нудно для нас, что он будет по одной забирать там. Хотя, там, по-моему, какой-то момент вот чуть-чуть идет, ну, не то, что несправедливо. Так, мы тут ничего не можем выставить. У него один только может забраться, а у нас 2, потому что максимальная 2 стала. Ух, неплохо так для первого хода, да? Но если он один раз выиграет тебя и заберешь, и заберет 2 куба, то ты в игре, а если он проиграет, то он уже все. Да что-то не заходит, 20 стейджа. опять нам ничего мы не можем разыграть. Ну, сейчас Фастаса, наверное, Нормально. так и запланировано. Да, да, я так люблю. Ну, у нас не Хэлла, что мы можем до 4-го хода ничего не разыгрывать, а потом все выставить. Ух, еще... О, нормальная локация. Там, я не знаю, чем можно сыграть. Здесь нельзя разыгрывать карты 1, 2, 3. То есть у нас куча единичек. Ну, отступим. Там белочка. Хотя нам нет и- смысла отступать даже, да, действительно. Надо до последнего сражаться. Ух ты. Короче, смотри, левую локацию можно забирать белочкой и ночным змеем. Типа перемещением плюс не розыгрышем. Если они зайдут, конечно. Если они зайдут, ключевой момент. Я думаю, Сейдж пока рановато, да, отдавать. Тем более Сейдж мы... мы Сейдж Сейдж тоже тут не будет- разыграем. Нам Да. сейчас... Даже не знаю. Сколько был бы сейдж сейчас? Подожди-ка. 1, 2 и 3. 6 очков бы. Ты с сейджа набираешь 6 очков, если сейчас его разыграешь. Ну давай, потому что у нас еще 2 хода сейчас и все. Сыграем так. У него первое раскрытие, может он еще какие-то статы нам сюда подкинет для Сейджа. Я вижу, что нам А нужно... вот ночной интересно, стоимость ваших карт не может быть увеличена, а стоимость карт противника не может быть снижена. Это получается Фастас только что не сыграл. Потому что, ну сейчас по следующей карте будет понятно. Да, видишь? Да, Пришла не Анжела, Фастас ее удешевил, а Мобиус тут же сделал. Не, ну интересно, что так.
опыт. Самое интересное, что мы тут уже ничего особо не разыграем. Что ли, Но ты не Гильгамеш? забывай, что вот эта мученица, она же переместится, сделать так, чтобы он проиграл. То есть там ничья на той локации. Я не знаю, игра сейчас Гильгамеша 10. Ну пока... А там... ну Не, да, у нас подожди. даже ж получается... Кстати, Мобиус классная контркарта. Мы ни со сквотча не удешевляем теперь, ни... Я предлагаю играть Если ты Гильгамеш. играешь Нет, Анжела плюс Кити Прайд. Да мы не сыграем. Тут нельзя 1, 2, 3 разыгрывать. А, ну тогда да, тогда Гильгамеш. Если тебе сейчас белка зайдет, Ой, ну ага, этим он даже помог нам, честно говоря. Он освободил локацию. и плюс ты ее все равно еще забираешь правую. Это окей. Плохо. Но сейчас можно еще раз Сейджа через центр сыграть. Главное посчитать все правильно. Ну, допустим, так. Тут даже нолик выгоднее. И Сейдж. А Не, ну. подожди. Раз, Подожди. два, Ты уверен? 3, 4, 5. Сейдж будет 10. Нормально. Ты забираешь эту локацию. Да, ну он же еще что-то доставит по-любому сюда. А этот мученица сбежит оттуда, и там будет ничья. Все решится на этих двух локациях. Ну, давай так смотреть. Мы можем еще со скотча сюда поставить, но тогда не сыграет Антмен. Но это выгоднее более, явно даже можно не считать. Пробуем. И мученица не сбежит, если он сейчас все закроет. Заспамит и будет некуда убегать. Там же ж, если это Хватит ему возможно. очков. Хватит ему очков, Ну, у чтобы него двумя сейчас картами 7. там. 7. Не знаю, хватит ли тут. И опять же, если он на этой локации выигрывает, то мученица тоже туда не сбежит. Если он... Почему? Смотри, если Или... он сейчас ставит в центральную локацию что-то и закрывает ее, то мученица убегает направо. И там он все равно проигрывает даже с ней. Ну да, сейчас Главное, чтобы по очкам было. не сбежала. А почему? Не знаю. А, я знаю почему. Потому что он бы все равно выиграл. Выиграл по количеству очков. Там бы была разница в 20. 1, а Да, здесь была да, бы да. разница в 2. Вот почему она не Ну, сбежала. интересная была катка. Такая с локациями интересная. Ну, теперь надо выиграть хотя бы раз. Ну да. У тебя еще есть 4 попытки. Да. Но это будет эпичный камбэк, записанный на видео, если получится. У противника. Печаль, позорный Получится для у нас. противника. Так, все, тут надо сконцентрироваться. Да елки-палки, что этот красный космос появляется опять нам? Не, ну нормально, есть Ну, белка. тут белку играем. Сейчас последняя локация. Здесь может быть только одна карта, да? Ну, а как по-другому было? А. О. Надо пропускать. Ход. А тут вопрос. У нас есть Blue Marvel. И что? Ну, мы можем две Ты другие хочешь, взять. Ты хочешь сейчас Анджелу и Сейдж сыграть в левой локации, а потом... А, нет, просто Анджелу. Без Сейдж. Просто Анджелу. Я просто пока думаю, но это Blue Marvel это плюс 3 даст, плюс Гильгамешу. Наверное, не стоит. Пропустим. Просто я так тоже, помню, играл, не пропускал. Но там была, наверное, другая у меня ситуация попроще. Тебе надо максимально очки накидывать на левую локацию. Лучше слева. И туда же санспота сразу Это кидать. максимальные очки накидывать. Это там, я понимаю, со сквотча туда потом поставить. А так мы больше не поставим. Давай, ладно, давай, кидай. давай правую. Хорошо. И дальше надо играть в Blue Marvel или со Squatch. Со Squatch, наверное.
Но тут сейчас будет выбор между тем, как играть через Блу Марвела и Гильгамеша, который, может быть, придет, или через Сосквотча, и дальше будет видно. Ну, со Сквотча сейчас играю. Потому что он на следующем ходу будет 5 стоить. Да? Или нет? Да, Санспот сейчас одну единичку заберет, и мы выиграем. Обязательно. Если зайдет Гильгамеш, то его можно в центре постараться забрать локацию. Да, ну тут же ж сила передается. Если он тут что-то мощное проиграет, Ну то да. он перебьет нашего Гильгамеша. Сейчас будет, да. Да, сейчас будет смена локаций. Но нормально, не так все плохо. Нормально, нормально. Тогда давай как ночного змея перемещать в центр и играть там Гильгамеш. Ну, Гильгамеш у нас вообще будет Либо, 11. либо, подожди, можно сыграть через Фастаса, Фастас 3 и через Сейдж. Давай Фастас и прикинем. Сейдж. Раз, два, три, четыре. Сейдж будет 8. Ну все-таки не. Тут получается Сейдж 8 и и Фастас плюс 3 3 это 11. 11. А так будет 9. То есть выгоднее так в любом случае. Плюс у него первого раскрытия. Есть шанс, что Сейдж станет побольше. Но других вариантов нет. Ух. Ух. Он отключил локацию, да? Пока нет вроде. Не хватило чуть-чуть. Опять чуть-чуть. Там тот раз чуть-чуть. Пару этих решилось. Я же говорю, сейчас чувак раскачался. Это прикольно. Это будет, наверное, самое долгое завоевание, которое может быть. Да, с камбэка. Седьмой раунд. Санспот. Угу, в центр, да. Или, ну, не надо, в центр пускай. Ну, вот тебе я решам. Каждый раз новая статистика. Ух, опять эта колода, и опять он ее перетасует, да? Ну да. И как он ее перетасует, мы пока не знаем. Ну что, по центру Анжелу ставим, наверное, пока. Ну, я могу предположить, что эта локация будет не здесь. Не, я тоже так предполагаю, но... А где ставить сейчас? Сюда ставить? Но мы не знаем, что там за локация. Вдруг там нельзя единички, двоечки, троечки разыгрывать. Ну, давай. Попробуем диверсифицировать как-то. Хотя, что мы тут диверсифицируем? 0 и 3. Quake, да. Это сейчас он решает серьезно. Именно когда это локация. Вообще чудесно. Кити Прайд. Они не раскрываются, тогда не Кити Прайд. И она ж не будет качаться? До конца игры нет, но когда ты разыграешь карты, и они Ну, потом в в конце конце, раскроются, да. то будет. Не знаю, это так пока играем. По идее, интересно, может тут Quake как раз тут лежит, который поменяет эти две локации местами? Прикольно. Интересно играть, да? Так не знаешь, Но когда... это рандомно меняет, непонятно куда. Ну, опять так, наверное, только... Не, белку лучше разыграй как раз куда?
Наверное, Канжеля. Зачем? Она пока не раскроется, потом будет... А сейчас она Blue раскроется и Marvel ее берет не... там вот. Ну, пускай заберет, а тут Kitty Прайд, и мы Blue Marvel на следующий ход. Ты Хотя можешь так, только чтобы Blue логичнее, Marvel чтобы... не раскрывался. И Blue Marvel в конце раскроется. Так тогда придется в конце Гильгамеша играть. Ну да. Мы тогда привяжемся к одной этой только. Давай так. Ну, пока похоже, что тут будет Квейк разыгран. Так он активно застраивается. Угу. Бум, так. Ну, Наверное, жестко. так. И так, что ли? Хватает ли нам? Ну, вряд ли хватит. Но она передается, нам больше некуда разыгрывать, по сути. Тут 5 статы у него. Я не знаю, есть ли смысл змея двигать. Но у нас будет сколько? Ну, в любом случае, нам надо доигрывать. Я за то, что змея двигаем, не двигаем куда-то. Есть ли Не смысл? двигай, так как там карты -2 к силе получают. Ну, все тогда. А решаем. Эпично получилось. Я что-то думал, сейчас опять одного не хватит. Я забыл, что Анжела еще апнется раз. Поздравляю. Да, да. За 7 ходов завоевания. Ну а что меня радует, мы еще не проиграли. Типа, билет не потрачен. Да. Я, честно говоря, думал, мы как-то быстро все билеты потратим. Я теперь вижу, что в одну запись мы и не вложимся. Даже если мы сейчас это сражение проиграем, тут елки-палки, тут завоевание еще надо 5 этапов пройти. Ничего себе. Поэтому это попытка. Я думал, все быстро будет. Слили, поменяли колоду, слили, поменяли колоду, слили, поменяли колоду, сказали напутственное слово, попрощались. Но не всегда все идет по плану. Ну, значит, это будет один билет на видео уже 100% по времени. Не, это не решам. Я предлагаю сейчас ничего не играть, потом Тину. Да пускай этот играет, чем мы будем терять ману. Ох, Kitty Прайд забрали, печальненько. Но это похоже на Destroy. Смысл вот это было добавлять. Схавает сейчас. Вот, а если бы ты тогда ну, точнее, не пожадничал, то сейчас мог бы Тину пробафать. Смотри, первый игрок, который заполнит локацию, получит копию своей стартовой руки. Но это только нас единственное. Давай за эту локацию поборемся. Ну, уже, да, я понял тебя. Да, мы против Destroy играем. Это значит, Киллмонгер может сидеть. Да, сейчас минус все единички будут. Ну, не сейчас, Ох, как сегодня. вообще весело. Нормально, там Тина может спасти ситуацию.
Все не так плохо, как ты После себе каждого думаешь. хода вытаскивает карту, если вы выигрываете здесь. Так как она спасет ситуацию? Мы тут какую-то мелочь еще доставить, мы Тиной не спасем ситуацию. Тем более у нас опять Тина не играет. Я думаю, тут просто лучше сразу отойти. Опять мы сейчас, смотри, Ну, Антмена давай, только давай, можем разыграть. давай сдадим, согласен. Тут, ну, что тут спасать? Тут ничего не спасет уже. Если бы там локация, условно, уже была закрыта, что ничего нельзя добавить, ну... О, сюда играем Антмена, правильно? Если, смотри, в чем плюс. Мы разыграем ему Антмена, а если он будет киллмонгером, он убьет не нашего уже Антмена. Так ты можешь туда ночного змея сыграть. Так, давай Анжелу направо. Вообще сюда. Направо, Подожди. да. А потом сместиться, и мы забьем спот, когда после 4-го хода. Ее надо тут играть. Фастаса, Фастас. наверное. Да, да, Фастас. Сейчас Росомаха, прикинь, туда и к нам упадет. Да, она к нам перейдет. Да. Шикарно. Прикольно. Хороший мув. А теперь Но так мы себя защищаем. давай, Анжелу, чтоб не закрыть. Ну, хотелось бы из... ты можешь туда этого ночного зверя, ночного змея кинуть. А что это изменит? В принципе, ничего, конечно. А если мы сейчас тут попробуем под сейдж что-то поставить, то потеряем возможность. Ну, Да. короче, и просто змея тут поставим, да? Пока так. Но то, что ты забрал Росомаху себе, это Да ну, плюс. это не то, Он- что я он себе чуть забрал, это он отдал. Тут я как бы ничего не сделал. У меня такая мелькнула, кстати, мысль, но... Что мы, 4-10 Соскочь. Да-да. слева? А Кити Прайд справа. Нам, правда, Гильгамеш не зашел, но... Там может Сейдж как-то Ну, удачно пока сыграть. все нормально. О, Есть Киллмонгер. Ой, Кити Прайд-то жалко, конечно. Ну тут вот тебе и Гильгамеш. Сквирл Герл сюда может быть, а Гильгамеша в центр. Как думаешь? Сколько у тебя разбафанных карт? 3, да? Ну, будет 3. Будет он 12. Что у него там может быть? Нал или смерть, вот это тоже 12, то мы как бы должны выигрывать. Но смерть Ну, удешевляется, что мы давай. еще что-то... И снапаем? Или Да. ладно, не будем спешить. Да не, он не так много, он немного на уничтожал там за одну Ну, карту. я думаю, он тогда просто отступит, и мы будем с одним кубом. Не будем. Сейчас. Ну хорошо, не хочешь пугать? Ну, одну локацию, так понимаю, мы забрали, если там, что там может быть у него такое. Да, вот. Вот. Ну. Я просто думаю, он сбежал бы при таком розыгрыше просто и все. Пока, в принципе, он раскрыл все свои карты, ну, в плане того, что мы знаем за Киллмонгера. И я когда играл так, то как я обыгрывал, иногда, может, бывает смысл, если он особенно его, знаешь, на последний ход будет держать, то Гильгамеша заранее играл, чтобы он успел со всего получить баф. Да-да-да. Я тоже так играл. Он еще и снэпнул. Интересно. Ну, тут белочка. Наверное, снэпнул за счет 7-го хода. У него от этого преимущество, он сможет больше уничтожить, а ты больше карт, чем
12 не разыграешь. Больше слотов не займешь. Ну, так. Ну, давай, чтоб страж, пускай один лежит. Может, придется и разыгрывать. Давай Анджелу направо. Ну или нет. Или налево. Куда-нибудь. Пускай так, и все, больше мы ничего не разыграем. О, это он под Киллмонгера уже выставляет. Так, что-то вообще такой не заход у нас тут. Нечего и разыгрывать. Как насчет Сейдж? Ну, Ну, Сейдж. как минимум, плюс от Сейджа то, что он не уничтожится. Сейчас полетят только белки. Ага. Киллмонгера не будет. Ждет противник. Я Дэдпула у него не видел. Вот Пятый это, вот это ход, розыгрыш, что Тину ни разу не бафнули. Ну тут Блю Марвел, куда мы его поставим? В центр? На него я бы сильно не рассчитывал. Будет Киллмонгер минус 3 карты. Ну, У тебя если, получается если Marvel если в этой, ну, если на этой. Но мы можем, с одной стороны, можем сейчас Фастаса дать и Стража. И Тина Я бы, бафнется. наверное, лучше, да, через Фастаса и Стража. И у тебя Фастас что-то даст. Либо удешевление, либо Где только баф. мы, ну, так как-то сыграем. Нет, пока Киллмонгера бережет. Или он сейчас его разыграет? Да, сейчас. Ну, вот он. Дождались. Хорошо, он там прокачался так. Ну и теперь Нал будет страшной картой на самом деле. У нас есть Антмен. На Тину мы не рассчитываем. Лучше, наверное, сыграть больше. А мы больше ничего не сыграем, да? Только Антмен и Гильгамеш. Мы можем Либо сыграть Блю Сейдж. Марвел и Антмен, например, если это нам что-то. Или мы можем сыграть со Сквотч и Антмен там, или тот же 2-3. Ну давай посчитаем. Будет 6 карт, 6 баф от Blue Marvel. Плюс эти бафы сработают на Гильгамеша. Лучше играть через Антмена и Blue Marvel. Так сделаем. Антмена куда мы Антмена поставим? по-любому вправо, Вправо? иначе ты живее. А, сюда? Ну, И во-первых, закрыть там есть. локацию? Давай тогда Блю Марвела, может, в центре, а сюда А Антмена. тогда ты будешь вынужден сыграть Гильгамеш. А, ну у тебя еще этот есть У меня Страж. будет Страж и Гильгамеш. Тогда окей, так. Так нормально. Я забыл, что на 7-м ходу можно будет сыграть еще и Стража дополнительно. Вот она. Догонишь ли ты 37 очков? А что если мы не будем туда гнать, а схитрим и слева сыграем? Хватит ли нам это, чтобы что-то вытянуть? Я вот за что. Может такое сделать. Он тебя будет ждать под адменом и Хватит, сюда. хватит. О, хватит. Мы можем Кити Прайд, если сюда Да Гильгамеш. не, лучше тогда не Кити Прайд. Не Кити Прайд, лучше играть этого двоечку. А ну вот так, если мы сыграем. Или все-таки будем тут бороться? У нас тут Антмен бафнется, Анжела бафнется. Или тут может пойти сейчас... Я даже не знаю. 3, 4. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, Нет, 15 давай вот так, будет. на левую и на центральную, на левую и на центральную. Я думаю, он правую сможет забрать. У него-то локация не закрыта, он туда может На идти. самом деле можем
Kitty Pride типа поставить, бафнется Ant-Man, будет плюс 5, будет, ну не хватит все равно, да? Будет А у тебя и 35. Kitty Pride будет 6 сейчас. Там же на локации карты Но мы 6. тогда пожертвуем Тиной. Она останется 15. Ну давай так, так лучше, наверное. Только опять я... Вот так надо играть. Опять затупил, чтобы максимум или Амеша бафнуть. Ой-ой-ой. Ой, блин, еще повезло, что Нала. Нет. Да. Ну и тут Но еще это было везение, тут рискованно с 50 его на 50 стороны. было. Да. Это было очень рискованно. Он мог сейчас карнажем всех сожрать просто. Было бы там у Ну, тот, него кто не 15. рискует, тот не пьет шампанское. Но тут, в принципе, да. Хорошо сыграл. Хорошо так. Нужного. И Нужную при карту. таком раскладе любой из наших розыгрышей бы не дал победы. Не, дал бы один только отступить. Ну, прям такого эффекта я не ожидал. Думал, мы поборемся. Срабатывает на этой локации дважды. Ну, пока сделаем так. Кстати, это Фастас дважды сработает. Интересно. Сейдж дважды Фастас, сможет сработать. Гильгамеш. Ну и у него сейчас он, блин, Антмена заберет и Китти Прайд. Нет. Ну, наверное, даже и хорошо. Я все-таки на Китти Прайд больше рассчитывал. Подожди, у него еще Киллмор есть. Он может со стола ее потом забрать. Не знаю. Сюда, наверное, поставим, да? Или он, а ну что Посчитай у нас карты там на... при раскрытии. Фастас, Сейдж, этот Гильгамеш. Ну, 3. Что еще? Белка. Заспамить все Ну, белками. кстати, может быть, как вариант. Не, белка слишком много локаций забьет, не надо. Не, ну, смотря, что нам сейчас будет приходить. Ладно, делаем так. О, следующая карта превращается в шестерочки. Но Вот. пока там не стоит играть. Давай Тину в центр. Либо нет, лучше Фастаса сыграть налево. И все. Да, тоже так думаю. Интересное решение. Он зря отдал своего убивателя, я думаю, это может плохо для него сыграть. Так, а мы, получается, нам Фастас 2 раза пробафал, да, все? А, нет, он раз удешевил, по-моему, 1 раз бафнул. Кстати, вообще идеально легло. Ну, в этом плане. Давай играть Тину и Сейдж. Сейдж на... А, нет, ты не можешь. Но белку не стоит, потому что она забьет локацию. Я не знаю, тогда давай со сквотча играть просто. А чё прям белку не стоит? Ну, потому что если ты ее сыграешь налево, то она забьет много Хорошо, локаций. Если ты ее давай. сыграешь просто, то она забьет локацию слева. Или нет, подожди, все-таки... Он 2 раза все А удешевил. почему у нас сквозь 12 был? Странно. Ладно. Ну, Не знаю. сейчас Тина Блю Марвел, Странно. только вот куда играть в центре, только сейчас. Потому что эти карты нам нужны в этом плане. Да, так придется. Да, так придется. Ну или подожди, у нас уже на раскрытие не так много карт. Давай что-то все-таки не закрывать локацию, вот так прям тупо. Давай какую-то... Что сюда? Тину поставим. Ну да, Тину поставь. На раскрытии идеально туда зайдет Гильгамеш, но теперь белку нельзя ставить. Почему? Правильно все мы делаем. Мы делаем вот так вот. Белка еще тут какой-то шестеркой станет. Тут локацию забьет и бафнется. Это все Марвел Снэпом. И сюда Гильгамеша. А так, да. Отступил противник. Жалко. Я думал, мы хотя бы 2 с него получим. Видишь, какие-то сегодня нету таких стеснительных
Все стеснительные, Нет. точнее, нету таких сразу. На 8 кубов поехали. Все прям, Ну, и ты тоже не играешь на 8 кубов, поехали, обычно. ну прям один куб я уже, не знаю, там один раз, по-моему, было. Или, не, мы тогда таки не отступили в итоге, мы же играли. Когда, помнишь, вытягивание с колоды противника, я думал, сейчас будет весело, но потом... Просто ключевые карты для твоей колоды, они были у тебя в руке, поэтому стоило играть. Антмена сюда, думаю, не стоит играть, потому что на последнем году может быть Киллмонгер, я бы сюда единички вообще не играл. Понял почему? Потому что он автоматически Понял, выиграет. согласен. Но если это не знаю, ну, последний ход. То есть ты Но хочешь я бы забивать так... локацию троечками, двоечками. Ну вот Тина та же сейчас. Ну сейчас посмотрим, как будет, что будет приходить. Может и не получится так. Но я бы так против соперника сыграл бы, убил бы потом, чтоб... Сейдж рано. Ну, придется сейчас, значит, забивать, видишь. Хотя, Да, ну, почему? Ты можешь просто санспота сыграть. и не бафнуть Тину, то ну уже не настолько прям... Ну, смотри, у тебя либо бафается Тина на 3, либо санспот на 2. Но при этом ты не закрываешь. Ты теряешь всего лишь одну единицу силы. Окей. Но опять, чтобы это не стало чрезмерно. Сейчас бы мы со сквотча уже играли за 4. Ага, ну теперь можно не переживать, короче. Везде можно разыгрывать, уже хуже не будет. А как это так получилось? Ну, в случайную локацию превратилась. Так, 6-6, блин, еще неудачно. И тут 2-2. А где ж мы Сейдж тогда в итоге разыграем? Тут будет единичка, белочка. В общем, раз, два, три. И тут раз, два. Ну, Сейдж слева. Хотя, ну да, мы скалу сейчас не разыграем, а что тогда разыгрывать надо, чтобы со сквотча удешевлять. И Тину бафать. О, вот это нормально. Нормально. Нал себе прокачал, нам все зачистил, да. Ну. Зато белочка выживет. Ты сейчас борешься за 2 локации по 4 карты. Пока это неплохо Это, выходит. да, да. Но сюда вот так условно, да, мы можем сейчас сыграть. И по идее в этом плане, да, у нас может хватить больше на спамных карт. Даже если там нал будет, то мы за счет плюс 100 можем выиграть еще. А можем и не выиграть. Шикарно. Нормально. Шикарно. Ого! Вот это заехали. И выиграем. Не знаю. Ну, пробовать стоит. Да не стоит на 4, не прикалывайся. Он один куб бережет, а мы будем... Да ну ладно, если бы зашло хотя бы не Гильгамеш, но хоть что-то другое более-менее зашло. Ну не с двумя ж скалами мы пойдем. Если бы еще был Санспот, который подобрал бы ману. Скалы немножко. Но он же ж у нас 2 единички убил на первом ходу. Вот Мощная финальная я, рука из скал. я думаю, стоит вибраниум замешать. Его нельзя убивать, это единички там. Но он может, конечно, и подпортить колоду, но основные такие у нас есть, кроме Гильгамеша. Давай разок рискнем. Ну и вот так, да? Давай.
Кстати, если Фастас весь вибраниум удешевит, это будет прикольно. Но пока нам вибраниум больше не надо, поэтому... Ну вот, смотри, подожди. Я думаю, мы можем чисто... ну, такая стратегия. У нас все ключевые карты есть. Марвел, Гильгамеш, может, еще вибраниума. Будем чисто им выстраиваться. Давай попробуем. Как тебе идея? Или не Давай, стоит? давай. Ну, не... Главное вовремя остановиться, оставить себе слоты для Гильгамеш. Фастас Нормально. удешевил. Вообще, чё у тебя бесплатный вибраниум, который Правильно нельзя... ж я уже, тут уже не помню до конца. Да, не может быть уничтожен. Отлично. И, по-моему, унижать его тоже нельзя. Ну тут не знаю, стоит ли белку играть. Давать ему возможность прокачаться. Возможно, стоит сначала сыграть... Ну... А если он убьет Кити Прайд, он 4 очка получит. А если он убьет белку, он получит тоже 4 очка, но больше Не, ну карту. белки то 3, но больше смертей будет. Так там не в смертях. Я думаю, еще Ну, надо вибраниума. Хотя мы его уже много... Хотя если за 0 он будет приходить, мы его много разыграем. Хотя, Проблема подожди, это ж будет вибраниум новый до Фастаса. То есть, короче, ладно. Да, теперь он не будет уже бесплатным. Ну, смотря... Не, еще ж там 3 есть. Какие-то еще, может, и будут. Такая игра, конечно, интересная получается. Слишком разбавил. Так. А потом, И следующий а потом ход подыграть Сквирл Гильгамеш. и Гильгамеши, наверное. Может, еще подвезет в том плане, что вибраниум бесплатно зайдет туда. Антмен мы еще сыграем у нас. Нет, заходит Тина. И у него карты первые открываются, то есть Squirrel Girl играет, она не уничтожится. Тут вопрос, Уничтожится Антмен только в случае той карты. где мы поборемся. Тут, к сожалению, Антмен у нас не сыграет. Тогда, наверное, тут логично белку поставить. Чтобы тут, может, хоть 6 взять. А что если... Ну, если вообще без Гильгамеша, то он сколько он у нас... Не, он у нас будет за счет Блю Марвела. Ну, может не трогать эту локацию. Но тут очень опасная локация. Если мы сюда сейчас поставим Гильгамеша или сюда... Короче, надо эту пробовать забирать. Подожди, стоп, секундочку. Если ты сейчас поставишь Гильгамеша направо, ты заберешь эту локацию. Ну, если он ничего там не разыграет. Центральную и левую ты забираешь за счет белки и за счет Блу Марвела. Ну, пока. играем. У нас это, кстати, последний бой, да. Что-то я так и не заметил, как подошло. У нас это решающая катка была бы. Он, получается, опять снэпнул, наверное, в начале игры. Я этот момент что-то так увлекся игрой. Ну, у него сейчас 4 рысочки, у нас 3. То есть он будет сейчас постоянно снэпать нас, давить. Типа у него есть право на ошибку, но... У нас этот... Ладно, чтобы оно злую шутку не сыграло с ним. Здесь, ну, Санспот. Ну, Санспот будет уничтожен 100%. Ну, может, не зайдет. Вот с прошлой же не зашло прямо, хотя... Интересно. Тут можно, ну, Анжелу сюда слева. Это Дайте центральную локацию... А, блин, белки уже белки нет. уже. Центральную можно за счет ночного змея забирать. Фастас. Типа мы можем сейчас разыграть, чтобы потом еще раз делать, но столько маны будет, наверное, нету смысла в это. Просто надо разыгрывать. Играй налево Фастаса. Там просто Санспот под ударом. Типа слот свободен. Слабовато. А, подожди, он его вернул назад в руку. Он еще раз это сделает.
Да. Если мы сейчас Но, отступим, у нас будет еще шанс. подожди, ночного змея играть тоже нельзя. Да Не нет, можно забрать я последнюю за то, что... локацию. Нет, смотри, у нас сейчас 4 маны, мы не можем ее потратить даже. И на следующий будет. А, если ты сейчас отступишь, у тебя останется одна жизнь. Ну, придется еще 4 игры в него выигрывать. Да. Ну, давай, пока он не снапнул, еще поставим что-то. Ну, что-то я не знаю. Не, я бы не ставил. Ну, Анжелу надо хоть бафнуть. Куда ты бы ставил его? Ну, мы больше ничего ж не можем разыграть. Вообще не ставил бы его, ну, потому что он его сейчас убьет. Или Так, убьет потом. так что тогда Ну, бояться прям... ну, типа, разыграть его на 5-м ходу, чтобы на 6-м переместить на центральную локацию. Так он сейчас выставит своего киллера своего и зафигачит. И ты уже центральную не заберешь. А, ну у него там еще и прыгнуло. Ой-ой-ой. Жестко. Так, тут что нам поможет? Blue Marvel, я думаю, со Сквотч, наверное, больше тут сыграет, да? А, сейчас пока со сквотч, да. Тут, по-моему, со сквотч даже лучше А, играет, чем мы Гильгамеш. его тут не можем, кстати, сейчас разыграть. Ну тогда только справа. Но здесь мы бафнем. Сделаем пока так. Видишь, он, наверное, на последний ход готовит. Как вариант. Среднюю мы уже точно не забираем. И левую сейчас мы... Походу мы тут, наверное, проигрываем. Потому что, смотри, мы сюда Гильгамеша не поставим 4, 5, 6 ограничения. Эту мы точно проигрываем. Если мы сюда сыграем Кити Прайд и Тину, будет 5, 7. Ну, типа 18. Но тут же Шумнал выставит или... Давай отступать, потому что это очень близко к поражению. Если ты сейчас продолжишь, то ты проиграешь полностью. Ну, давай. Оставим себе еще призрачный шанс. У него 4 раза подряд выиграть против Киллмонгера. Это будет самый длинный. Кстати, не 4, а 2. У него по 2 палочки Теперь забирается. на нас играет. Что мы играем? Змея. Нет. Вот сейчас не играй змея, он сыграет для Тины потом. И для Анжелы сыграет. Сейчас можно играть Анжелу. Я бы даже вот тут играл, чтобы... хотя Анжела ж будет... Не, ну мы ее потом сыграем. Отойдем. В общем, где Анжелу? Слева лучше? Наверное, слева. Да, я бы лучше играл слева. Ой, как он тут своего прокачает. Ты понял, как он качнет своего хорошенько? Ну ладно, что мы тут сейчас... Тину и этого ночного А змея. может Фастаса? Можно и Он Фастаса. нам поможет тут? Или мы можем, по идее, Фастаса с Кити Прайд и Тина еще раз бафнется через ход. Пускай так, наверное, правильнее. Я только не знаю, зачем ты Тину тоже влево выставил. Ну а почему бы и нет? Так, что это у нас за локация? Добавляется скала. Но тут, я думаю, Фастаса сыграть и Кити И Прайд. ночного змея. Нет. Смотри, я думаю, сейчас будет Киллмонгер, и лучше играть ночного змея, потому что, ну, Кити Прайд дороже стоит в плане очков. Ну, давай. А, у него карты первого раскрываются. Тогда не важно. И сейчас какой-нибудь Шанчи вылетает.
Так, играем Blue Marvel и Kitty Pride, А правильно? может быть со сквотча у тебя там и так все карты пробафаны вместо Blue Marble. А ну. Ну, тоже хороший вариант, на самом деле, да. Со сквотча в центр или давай справа. И Kitty Pride. Вот так оно, Нет, глянь. давай лучше со сквотча в центр, потому что ты от той локации тоже очки получишь на других локациях. Да е-мое. Сейчас ничего не разыграем. В общем, со сквотча в центр. Ночного змея куда мы? Тоже в центр? Тут Не, а вправо. пофиг, Вправо. он будет убит. Ночной змей будет убит. Ну и сейчас получается Гильгамеш плюс Китти Прайд. Ну, причем вот так играем. И надеемся на лучшее. В принципе, он вроде не так много тут убивал. Да. Поздравляю. Осталось еще раз. Да. Еще раз это повторить. Ну, с одной стороны, как и ожидалось, легкой прогулки нету. Все битвы с каждым игроком прям потные. Ну, знаешь ли, до бесконечности не так просто дойти. Это сколько раз надо сыграть без Да, да, поражения. если честно, я уже не хочу ту рамку. Ну, я в бане. Какую рамку? Ну, там, по-моему, рамка ж дается за бесконечность. Ну, сейчас Фастаса играем. Фастас, кстати, на втором ходу это прям мощно. Ага. Нормально. Ну, ну не совсем. Нам бы вот эту карту тянуть, нам бы сейчас Фастас больше помог. Ну, ладно. И так они уже не апнутся, не удешевятся. Ну, главное, что ключевые, как бы основные, как бы есть у нас. Правда, ни Тины, ни Анжелки нету, но... Так, у него первого раскрытия. Я думал, может Сейдж сейчас сыграть с Китти Прайд. Если он убивает единички, то он убьет свои карты тоже, и Сейдж не отыграет хорошо. Но и твои единички не отыграют. Поэтому Ну, давай вот так сделаем. По крайней мере, он тут даже сейчас, если все убьет, тут же вернется карта после его смерти. Так что ж как-то Сейдж досыграет. Будет 2, а то и 3 карты. Так что, я думаю, пойдет. и Вот, солдат с шестерочкой, пятерка. нормально. Ну да, Сейдж даже приемлемо. хорошо сыграл Сейдж. Тина, только вопрос. Тина в центр и со сквотч направо, да? Нам удешевил нам все-таки. Ей, да, подходит. Отлично. Хорошо, твои единички даже не тронут. Так, думаем. Ух, Марвел. Плюс белка. Я думаю, белки сюрприз на последнее оставить. Хотя там Китти Прайд поставить мощнее. Да. Не, подожди, белки будут мощнее, чем Китти Прайд. Они-то под Марвелом принесут каждая белка по 2, 2 и 3. Не-не, я понял, да. Я за то, что белки думал на последнем нет. ходу сыграть. Ну, можно сейчас сыграть ночного зверя. Змея, точнее. Так Китти Прайдовую. Так, смотри,
Посмотрим. Нет, смотри, так ты закрываешь эту локацию, а если сыграешь там ночного змея, то ты локацию не А закроешь. Кити Стоит Прайд установить отпадет еще сейчас. отыграть. Она ж вернется в руку. Ну окей, хорошо. Так, тут еще теперь вопрос, куда мы Гильгамеша сейчас сыграем. Сейчас можно уже не рассчитывать на Тину и сыграть Да, все. да, да. Ух, Анжела за 2-5, ну не хватит. Я думаю, выгоднее, понятно, что... Тут сюда, допустим, белки. Подожди, почему Потом, не хватит? ну... Если ты играешь Анжелу, плюс Ночной Змей и Гильгамеш. Да выгоднее белки, сейчас Блю Марвел все бафнет. И... Ну да, согласен. Раз. Согласен. Или, что если четверочку сюда попробовать поставить? А ну, вот такой вариант. Как тебе? Хорошо подходит. Я думаю, мы должны забрать этот раунд. Ну и вообще всю игру. Сейчас там будет нал, да? Точнее, не нал, а этот уничтожитель. Наверное. Плюс 12 к другим локациям. Но это не должно ему помочь, по идее. Да, третью локацию он проигрывает. Блин, Поздравляю, но это было эту, очень да, эту жарко. катку нам Фастас, конечно, помог. Какой-то момент уже, да. Блин, я думал, мы тут сольем. Видишь, решение сохранить единичку, это у нас был камбэк. Было правильно. Только я уже что задолбался играть. Чем мы так долго не сливаем? Так. Сколько побед уже? Ну, сейчас четвертое сражение. Ой, Четвертое сражение за 2 часа. Это дольше, чем Пандора в Ферке. да, да, но я, кто ж знал? Я думал, мы по-быстрому получится. Сейчас будем снапать сразу 8, проиграем. То есть ты, ну, А потом, не хочешь а потом с брать единичкой инициативу камбэкнем. за 15 раундов, да? Да. Но я думаю, все равно уже наше достижение 3 победы бесконечности с одним билетом. Блин, а еще целых 4 билета остается. А билеты сгорают, да, если мы не успеем их А не разыграть знаю. до конца? Вопрос, Наверное, друзья, кто знает, заграют ли билеты, напишите в комментариях. мы Карты походу стоят на всё не один играем. меньше. Мы играем против Неорешама. Отлично. Не играй пока, бесплатные карты не играй. Да почему Да прям? успеешь ты их потом сыграть под Тину, под эту. Ладно. Хорошо, как скажешь, ты эксперт. А вот Санспота можно и сыграть. Вот так вот сюда. Тут, если зайдет в руку, да, мы можем это проконтролировать под наш... А если сейчас Фастас все удешевит, то твои единички станут давать тебе ману или как? Но ниже нуля нельзя, наверное. Да, он походу удешевил. Я думаю, тут надо нам... Вытягивать карты надо постараться. Сюда единичка, чтобы он не был, не бафал. Да и Сейдж мы можем разыграть сейчас и вытянем 2 карты. Если, ну я думаю, должны победить же что. Хотя тогда белочки не сыграют. Сейдж играем сейчас или оставляем так, да и все. Давай, ну тут бафниться не было, не хочу на... Сколько я давать? Плюс 2 к силе. Давай так. Да, Давай он, так, давай. пока он на ту локацию подзабил. А у него, Интересно, может это... быть, тоже. Я тоже думаю, Гильгамеш тут. Да, он нам все удешевил Фастас. Так. И опять, чтобы не было, не бафалось так, правильно?
Да, да. Это, кстати, очень крутая контркарта, можно так сказать. Да, это будет Аришем, скорее всего. Гильгамеш. Ой, Гильгамеш. Гильгамеш на Аришеме, давай так. Я уже поплыл. Но он, кстати, он вытянул две карты. Он затащил в итоге, ну ничего. Так, Анжела слева летит. я вот за то, что если она то слева летит, но мы выиграем ли мы, если Кити Прайд сюда будем качать? Не, Кити Прайд надо все-таки ставить сюда. Кити Прайд, подожди, это еще не последний ход. Да, Кити Прайд закрывает центр, и вопрос теперь по поводу Сейдж. Куда его ставить? Право там все троечки. Ну, что тут он получит? Можно пока никуда и не ставить. Ну, надо, да, я думаю, надо ставить. Или подождать. Опять же, что нам выпадет там. Но если придет, мы тогда ее не разыграем, если Гильгамеш Тебе в зайдет. идеале Сейдж сыграть в центре. Ты тогда центр забираешь. А, ты и Но, так центр забираешь, там санспот. но не было еще бафница тогда. Давай так, Сейдж пускай Анжелу бафает. Все-таки так выгоднее играть. У него еще первое открытие, может Сейдж еще сейчас более-менее и потащит. Нормально. О, нормально, вообще шикарно. На 9 сыграл. Но сейчас, наверное, будет Гильгамеш, и тут сейчас угадывать надо. Давай думать внимательно. В центре, скорее всего, 0, да, чтобы мы тут точно забрали. Это у нас получается, ну, уже он и Казара, и Блю Марвела сыграл. Что там, больше такого нет, что бафало. Мы тогда центр точно забираем. Будет У тебя 8... центр будет иметь +2 санспот. 16-17. То, Ну, а если мы вообще не разыграем ничего? то можно на этого ночного змея туда перекинуть. А так не было тогда бафница еще такой момент. Хватит ли нам, а ну считаем. Не было, получит еще... Нет, где она? Получит +2, то есть у него станет 19. Мы сейчас перекинем, у нас тут Ну, будет 17. там будет ничья. Ничья, надо Там тут будет ничья. 0,4 ставить. А вот теперь куда Гильгамеша? Вот в чем А вопрос. влево у Влево тебя больше логичней. бафов. Ам, Плюс там Анжела бафается. ну давай. Нет, это был не Гильгамеш. Но все равно мы выиграли. Ну, у меня был такой еще момент снапнуть. Ну, вот как раз надо теперь учитывать и такой момент, Алят. Но мы, конечно, не так много. Он все равно пробафался, он был. Поэтому Это было интересно. близко, сложно, но Может, у хотя него бы не есть и так, Гильгамеш, не просто сражение. что не зашел ему. Скорее всего, да. Колода прям об этом говорит. Нельзя разыгрывать карты на 6-м ходу, учти это. Ну, ждем тогда до 6-го хода. Вообще ничего играть не будешь до 6-го хода. Так, ну киллмонгера у него нету, можно смело... да тут все равно где разыгрывать на самом деле сейчас. Так, постоянно +2 к силе за каждую заполненную локацию, да. Ну, пока все тоже говорит о Гильгамеше. Так, вот сейчас, конечно, неудобно. Со скотчем мы за 4 не разыграем потом. Сейдж Ты как-то можешь тоже сейчас отдавать не хочется. сыграть просто Кити Прайд. И уничтожить ее, да? Да Чтоб нет. очистить спот. Ну, сыграем пока, я тоже за то, что Кити Прайд просто. На следующем ходу можно Кити Прайд плюс Сейдж играть слева. Ну да, я думаю, так и нужно делать. Подожди, а Кити, у него вот
четверка. В нашем случае лучше сейчас сыграть ночного змея. Или это двойка? А, все равно, тогда Кити Прайд. Тут, к сожалению, не выгадаешь получше ничего. Ну, соскочи туда закинем, да? Да, да. И Кити Прайд. А может Антмена? А Кити Прайд на последний ход. Антмен тут сейчас хорошо все качнет. А Кити Прайд ты потом и- с Гильгамешем в какую-то локацию. В Ну центральную. хорошо, давай так. Давай так. Да, зря слили он. Походу забил на эту локацию. Ну, хотя у него еще Blue Marvel там есть. А, Ноктюрн у него. Но ему будет все равно теперь сложно забрать эту локацию, даже если он Ноктюрн перейдет. А я предлагаю играть в центре, потому что, скорее всего, Ноктюрн он перейдет, я так думаю. То есть не надо убивать свою Кити Прайд, чтобы типа нежданчик тут разыграть. Мы ж можем, смотри, следующая разыгранная вами здесь карта уничтожается. Мы можем так и так. Или мы его уничтожим. Как-то так не понятно. Не-не-нет, он останется. Или так Но играем. тут У нас тут надо есть, в принципе, смотри. белочка, ему что-то надо решать тут. Тут, мне кажется, на 4 куба и такой вариант подойдет. Я думаю, да, подойдет. А ну, раз, У него два, же тоже три, локация вампир 4. работает. Ему тоже нужно карту какую-то уничтожить. Свою. Да, 4. Ну, будет Гильгамеш 13. Плюс 5. Это будет 18, 22. Ну, скорее всего, мы центр проиграем. У него что-то Антмен. Вот, я что еще. И он тогда может сюда что-то уничтожить. Давай уничтожим, наверное, Кити Прайд попробуем. Если точно Гильгамеш останется. Да не, я бы играл через центр. Так, тут Антмен. Ему сейчас плюс 4, 17. Ему тут нас перекрыть какой-то фуфлышкой достаточно будет. Давай Ага. справа. Не, ну хорошо, давай. Это будет тактический. Тактическое поражение. Видишь? Если... Хотя... Подожди, мы могли ничего не разыгрывать, выиграли. Хотя там белки могут быть. Я надеюсь, Гильгамеша не убьет. Не убьет, не убьет. Ну, это была тактическая победа. Победа ж, надеюсь, сейчас. Поздравляю. Кстати, да, если бы там осталась просто белочка, ты бы проиграл ту локацию за счет бафов. И центр мы бы могли проиграть. Я, правда, уже сейчас не высчитаю, но... Соперник досрочно сдался. Ну, Поздравляю. я думаю, будет, по крайней мере, уже интересно слиться в последней игре, но это будет эпично. Я думаю, уже успешная для нас. Хотел сказать Пандора. Так, сражение 5. Готов, залетаем. Ну, Надо на 1000 медаль. достойно надо уже отыграть. Понятно. Так что, Ваши друзья, команды. хотите Первое, также это- записывайтесь в клан. Макс ждет. Интересно, против кого? Но не Аришем. Тоже радует. Кстати, видишь, Аришем один всего лишь был сегодня. Так, ну добавлять в руку тут с Кити Прайд начнем. Это не та колода, что будет, знаешь, спамить, пытаться загрязнить. Это может быть та колода. Ух ты. Опасно. Мгм. Ну, та локация, в принципе, хорошая, потому что там у него уже -3. Не, Если ну, ту локацию если он не забирать перекинет к белочками- нам сюда. И понял, А, колода, так которая перекинет... понял, Аннигилятор понял. там. Я не знаю, Тину куда? Ему подарить Тину? Ну, тоже не хочется сейчас. А там, давай рискнем. Не может же быть две прям плохие. Сейчас переход на следующем ходу к противнику, да? Нормально. Ну, пока тут, наверное, играем, да?
Да, да. Да, это вот это такие спам-колоды, понял? Ну тут хорошо, что мы это сейчас разыграем сюда, вот эту фигню. Или слушай, Надеюсь, что она слушай. уничтожится, да? Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет ее копию в руку противника. Можно ему подкинуть? Давай. Или, Это или, или крутой ход. надеяться, что она уничтожится. Не, лучше ему кидаю, ему карта тогда не придет новая. Ему придется... А вы так эту локацию левую заспамите этими картами, он ее потом тоже тебе кинет. Я вот думаю, может, ну, со скотча сейчас рано ему отдавать в руку. В общем, так играем. Или пробуем Да, да. уничтожить. Давай так, давай так. У тебя Blue Marvel потом их бафнет, и если он тоже забьет -1 свою локацию, то ты ту локацию заберешь. Главное место под Марвел оставить. Надо играть ночного змея, причем справа. Чтоб он не забил ничем. Да. Хотя подожди, если мы можем так, так и хорошо Ну, Сейдж качнуть. ты Как ему вариант. отдашь Ну да, тогда да, и да, да, ему Сейдж, и много всего. ночного. Ну тоже как бы. Ну Сейдж уже на последнем ходу пускай забирает. Ну, играй Китти Прайд, я думаю, она ему сильно много погоды не сделает. Надеюсь тоже на это. Блин, засрал руку. Да, я же говорил, что это та колода. Но против нее на самом деле есть хорошая новость, что против нее можно бороться. В том плане, что если закрывать от спама, мы будем ждать это, Аннигилиуса, а у нас много единичек, надо пытаться вот такими методами закрываться. Тут Китти Прайд и Блю Марвел, и ну тут надо, чтобы Тина бафнулась. Хватит ли этого? Ну, на 2 мы можем рискнуть и сыграть, да? Как Смотри, думаешь? да. Подожди-ка. Подожди-ка. Ну, получается, эта карточка принесет 0 под Blue Marvel, и особо баф тебе никакой не принесет, поэтому ее играть не нужно, да, только Китти Прайд. Ну, тогда да. Ночного змея перемещай. И как минимум центральная локация... А, нет, не сравняется. Ой-ой-ой. Что-то он очень мощный какой-то. Ну, это та колода типа противорешемов. Ну, не такая у нас прям сейчас супер решающая. Ну, нормально, 2 куба проиграли. Ну, мы, по крайней мере, знаем теперь, что ожидать. Это всякие вот эти ведьма будет, забрасывание, пытаться локации испортить, конечно, неприятно. Но... Вибраниум нам не Особенно нужен твои пока. колоды. Нет, не нужен. Но, Нам вообще засырять руку нельзя. но Антмена играем, да? Потому что надо Да. локации заполнять. Ну, нормально. Анжелу сюда же, да? А Поставим. почему сюда же? Может быть, в другую локацию? Уже ладно. Вот эта фигня начинается. Но это главное, чтобы не в руку. Так, сейчас и в руку будут. Так, может быть только одна карта. Слушай, блин, а он-то нам сейчас может... уже не может. Обычно вот такой штукой вот это делается. Сейчас он не сделает. Он еще может, знаешь, чем? Вот тем -3, который дает тебе демона. Потом он может его он его и перекинуть не сможет, потому что нужно рядом карту сыграть. Не, Тогда да. Аннигилиус на любой локации играет. И он Главное, потом его... белку не играть. Да, но нам бы сейчас что-то, знаешь, или Китти Прайд поставить. Короче, с перемещением, чтобы было. Чтобы мы могли забронировать ту локацию.
Ну вот, это засорение. Колода, которая ты играешь, чтобы испортить локации и жизнь соперника. У меня, кстати, пока получается. Ты ничего не можешь играть. Ну, белку невыгодно играть сейчас. Ну, разве что, да, туда скалу чисто для заполнения локаций. Ну вот, и он сейчас будет нам перекидывать, типа, захочет перекинуть. Но если он не перекинет, мы, по идее, можем сейчас выиграть. А если он не может перекинуть, то он ее уничтожает. Нам тут... Но от нас, по-любому, как бы мы в минусе в любом случае. Понял? Почему мы в минусе? Не понял. Чтоб сейчас он нам не перекинул эту хрень сюда. Нам надо что-то закрыть. Он сыграет ту хрень, перекинуть ее не сможет, а там тогда он ее уничтожает. И он видит наши статы и может легко перебить. Понял? Да. Ну, со сквотчи, Да. наверное, только остается тут сейчас сыграть. Очень мощный ход, на самом деле. Рискованно. А следующий ход Белка и Гильгамеш. Ну да, вот сейчас видишь, вот о чем я говорю. И у него сейчас как бы есть возможность. А если у него в руке сейчас еще тот спорт, который там 13 где-то статы, то он со сквотча перебьет. Тут уже вопрос, я не знаю даже чем вытаскивать. И за 4 может отступить. Что неудачно для нас катка. Давай посчитаем, можем ли мы Белку и Гильгамеша как-то решануть на этих локациях. Ну, Ну, по-моему, нет. белка сюда. Мы тут получаем 27, 28 Анжела и 32. Это при том, что он ничего не поставит. Мы сравняемся максимум, что мы можем сделать. А Гильгамеш нам даст там... Ну, опять же, это все будет... Хотя, ну... Тут сравняться... Но ему достаточно тут поставить ту свою карту и тут какую-то хрень. А если мы сыграем через Блю Марвела, мы тут апнем на единичку, и тут все это дело проапается. Вот если мы так сыграем. Тут у нас будет... Тут у нас будет -1. И все это по одному. Тут даже выгоднее Блю Марвела. Но не знаю, стоит на 4 или отступить. Давай, а то поджимает время сейчас. Давай отступим. Давай. Ну давай. Ну просто не по 2 локациям очень все сложно. Тут на его, вот когда такие еще колоды вредные, вот это как раз прям для них золотая жила. С одной локацией там. Да шо ж у нас какие-то все локации такие интересные. Не, нормально. Эта локация еще не такая плохая. Ее можно зарешать. Ну, для него там вот -3 сейчас он поубивает. Все. Сюда он нам перекинет -2. Ну а что делать? Надо играть. На самом деле, я такую обыгрывал колоду, она для нас не самая то и опасна. Тина. Ну, нет, наверное, лучше Кити Прайд, да. Кити Прайд и Антмен, скорее всего. Ну вот, то, что я говорил. Это было читаемо, да. Это -4 превращается в 0, если ты сможешь закрыть локацию. А ты сможешь закрыть локацию? Это вопрос. Нет, не смогу, как я ее закрою. Тогда ту локацию мы уже проиграли. Тина. И я, может, думаю, ну, белка стоит, не стоит. И давай пока... Не знаю, Давай пока Кити Прайд. Кити Прайд пусть будет. Потому что с ночным змеем сейчас посмотрим. Где-то надо же дальше закрываться. Он сейчас тут пытаться будет нам... С одной стороны, если тут постоянно эффекты удвоены, нам Блю Марвел еще не зашел. И пока не зайдет. Ну, эту карточку ты можешь просто уничтожить. Да, но она нам все равно умудряется даже тут... И играть со сквотча, да. Жизнь портит.
Или пока... давай со сквотча сюда справа. Давай. И я не знаю. И все. Нет, не играть. Давай Сейчас Кити тему Прайд. можно. Ну так а что? Думаешь? Ну хорошо, давай. У нас пока карт в руке все равно не хватает. Сколько тебе нужно карт в руке для счастья? Вот эту -3 он сейчас постарается перекинуть. Ну, его задача нам все завалить, испортить. Вот, скалы добавил. Да, я же говорю, вам заполните. Ну, пока что он одну, конечно, скорее всего, точно выигрывает, а по другим вот пока вопросики. Я предлагаю вот сделать так, наверное. И Кити Прайд. Кити Прайд. Да, наверное, и Фастаса выставлять для спама. У нас тут, ну, пока что я так вижу. Или Белку. Но Белку мы можем еще на все локации что-то попробовать сыграть. Ну, я думаю, сейчас не терять. Локации нет, тебе главное, чтобы белка залетела на левую и попробовать там, Ну, потом давай, через... давай сюда Фастаса. Да, ты прав. Ну, не апнется на 3, но у нас те же 3 выставлятся статы. И как бы сейчас он ничего не закинет в данный момент. Будем ждать последнего хода. Кстати, если посмотреть на стол, то пока ты типа выигрываешь. Ну да. Так. Вот видишь, Это хотел нам еще подляночку сделать. О, а это многое А, может изменить. Слушай. Смотри, какой поворот событий. Ты Сюда можешь двойку. разыграть- Да. И Squirrel Girl. Squirrel тоже. Girl. Подожди. Ну и Blue Marvel. Что? Да, Squirrel Squirrel Girl. Girl. А это дает нам Что выигрыш белка на этой налево? локации? Смотри, все бафнется на 2. -4 превратится в -2. 2 превратится в 4. То есть у тебя там будет уже +2. И еще белочка +2. Белочка ж единичка у нее. Ну, будет +3, окей. Подожди, что-то ты такое насчитал я. Может... Может, Blue Marvel всем +2 даст. Белочка будет 3. +1 он дает. А ничего, что постоянные эффекты удвоены? Блин, точно. Ну, тогда так и оставляем, да? Да. Снапаем. Да не, прям не настолько же мы. Хочется еще поиграть. Ну тут Дархавк, демон. Ну красиво, красиво. 4 забрали, наказали хоть чуть-чуть эту колоду вредную. Стоило снапать, на самом деле, потому что теперь опять долго с ним играть придется. Мерзкая колода очень, не люблю Да, такие. да. Но у нас спасает, вот если Кити Прайд заходит, то еще что-то можно хоть делать. На эту локацию можно перемещать карты. Это прикольно. Ну, не знаю, пока сюда ставим. Или не разыгрываем. Давай, как ты скажешь? Эту локацию не заполняй, мы потом, если он будет какие-то скалы, все в одну локацию Ну, скинешь. Антмена сыграем, вместе да? Антмена сыграем. Сыграем. А он нам ее сам сейчас заполнит, видишь? Так что нам придется ее чем-то таким заполнять все равно. Слушай, Что если ты сейчас сыграешь Анджелу слева. налево? Да, я тоже об этом Да. подумал. И потом там типа ночной змей. Да блин, что ж мы ничего не можем играть? Вот мне что, сосквотч не уменьшается в цене. Может, хоть соперник поможет нам локацию для Антмена насобирать. Ну и Ого. Тину, потому что он -3 прилетит. Ну, может, не на следующем ходу. Пока так делаем. Хотя очень все для нас не заходят единички нам. Это сосквотч за Ну, 5. уже следующий ход будет Марвел. Я думаю, Марвел тут будет выгоднее. Ага, вот что нас ждет сейчас. Ну, вряд ли мы заполним так быстро ту сторону. Можешь этого ночного змея перекинуть. А, ну и все, да. Нам сейчас -3 прилетает.
Если мы перекинем. Или минус 8. Забить на эту локацию. Давай, пока еще А, мы отступить сюда сможем. Пока давай играем подумаем. над Marvel А Snap или со что- сквотчем. Да нет, тут надо со скотч, тут надо прожимать. Тут у него аж 20 уже. Так, Blue Marvel тебе, может быть, поможет в 2 локациях набрать что-то. Блин, еще и карты должны быть разыграны здесь. Ну, короче, Blue Marvel играем, правильно? Ну да. Антмен не играет. Блин, как все тяжко. Может, время отступить? Ну, Но тут сейчас вопрос вот так можно бороться сделать. за правую локацию. А зачем? А, можно же перемещать. Мы можем минус 7 сюда отдать. Ну, тут вроде бы так. И вот такой вариант. Другого не вижу. Но легко, наверное, будет перебить. Отступим. У него там, помнишь, та постоянка есть. А тут локация 100%, за ним нет. Тут отступать однозначно. 2 потерять только куба. Такой равный поединок. У нас тут Не была... зря он финальный, так скажем. Да, у нас тут была просадка в том, что не было единичек достаточно, чтобы мы сами себя позакрывали от этой грязи. Ну вот уже есть санспот. Приятная единичка. Плюс Сейдж за 2. Тоже хорошо. Фастас за 2. Да, только нам сейчас будут приходить скалы. Вот колода вредная, да, такая. И еще скал Еще нам скалы. накинула. Нам мало скал. Ну, Ну, Фастаса давай. играем. Может, он отнит скалы, и мы на скалах затащим. Короче, Фастас на скалы плюс этот. Blue Marvel и нормально. Еще скалы. Да ты прикалываешься. У нас... Сколько у нас там? 8 скал. Вот. У нас 14 в колоде. И знаешь, в чем плюс? У него финалочка будет же та карта, которая плюс 2 за каждую карту в нашей колоде получает. Ой, весело, в общем. Ну тут 1-2, наверное, и закрываем эту локацию пока. Или что мы еще можем сыграть? 3 за 3 ничего не можем больше сыграть. Ну тогда Разве так, что вот так можем сыграть. Ну что так на 2, что А так. зачем? Лучше забронируем локацию. Это правильнее будет, что. Пошла красота. Еще и минус 3 уничтожила ему. Но с другой стороны, это минус 3 нам бы, наверное, потом прилетело. Нужно ночного змея перемещать на локацию с уничтожением, а Blue Marvel разыгрывать, ну, где-то, либо слева, либо в центре. То давай пока с центре эту опцию не убираем. Мне кажется, он сюда поставит эту мощную, Но потом свою. пока не перемещай, это так, просто, на будущее. Что творит? Ёлки-палки. Что творит, красавчик? Гильгамеш. Сыграть его сейчас? В принципе, Чтоб не это терять. неплохо. Да, По центру. у тебя-то получается справа карта 0 тоже сейчас апнется. И он хоть что-то получит. Прикольно. Но центр вроде как забрали. Но это не точно. Но это не точно, потому что там у нас, смотри, у нас 11, 22, там будет стата где-то 20, 25 у того чувака. Он... У тебя вон сосквозь залетел за много. Но опасно его играть справа, потому что его может убить. А давай... Ну нет, ты отдаешь левую локацию полностью. Риск. Нет, сосквозь точно не туда.
Что ты сделал? Ты чуть 12 очков себе не уничтожил. Да я ж еще не нажимал. А, он просто заранее Да, сдался. я просто... Он заранее сдался. Не прикалывайся. Не, ну и на такой риск, может, и пошел бы. У нас, короче, поровну сейчас с ним. Блин, в этой локации побеждает игрок с наименьшей силой. Он тут -3 может. Опять для него выгодно. Слушай, или оно такой эффект создается, что тебе всегда кажется, что там у чувака выгоднее локация будет, или... У него же есть -3 карта, а против этого мы никак не попрем. Ага, Смотрим еще. плюс 4 на остальных. Он- И чтобы выиграть слева, нужно проиграть в центре, да? Да, там по-любому будет та карта, я уверен. Ну так пока, да? Подожди. Может отступим из этой локации долбаной? Мне кажется, она нам сейчас испортит игру. Сейчас мы можем еще отступить. Ну отступи, а потом надо будет дважды побеждать его уже без права на ошибку. Но отступаем. Ну да. Потому что ну, с этой локацией мы ничего не сделаем. Это для него. Сейчас вообще понял, какая-то фигня, что точно для него, а уже придется играть. Здесь может быть одна карта, тут нельзя разыгрывать, и тут если разыгрывать, то они уничтожаются. Скалы, поехали. О, соскотч бесплатно залетел. Ну, Тина. Других вариантов нет. Сюда нам. По центру. А этот, можно +2 еще нагадать от Да, можно. легкого змея. Все равно есть Но такие локации. я боюсь, что он сейчас, короче, -3 закинет. На следующем году нет. По-моему, там 5 эта штука стоит. Аннигилятор. Давай, короче, ну, скалу, есть ли нам смысл скалу выкидывать под уничтожение? Но Или нет? есть смысл в том плане, что у нас хотя бы Тина бафнется. Да, да. Баф Тины дороже бафа санспота получится. Ты смотри, что творит, а? Полный этот. Ну только не скала. Ну хоть не скала, хорошо. Не знаю даже. Тут Антмена сыграть, а тут Сейдж. Ну или если Антмена, но мы закроем локацию. Но у нас еще будет опция Шутина бафается. Но это считай, что отдать локацию. Можешь... И мы тогда сюда змея не сможем перекинуть. Ты змея можешь перекинуть направо. Ну, то он хотя бы не уничтожится. То есть ты гарантированно. предлагаешь так сделать? Ну хотя бы -3 не схватим. Да. Ну -8 схватим. Да. Фастас. Ну, тут так как бы и играть. Можно сделать ставку на санспота, но не факт. Ну Фастаса справа сыграем. А есть смысл вообще играть в Фастаса? Это 3 очка? По-моему, нет смысла. Ну, он тебе либо бафнет карту на 2 и в итоге принесет 5. Либо сделает ее дешевле, а ты и так ее разыграешь, потому что следующий ход 6 маны будешь иметь. Может быть, сделать ставку на санспота, пускай лучше санспот больше бафнется. Давай. Аннигилятор зашел к нему? Нет, не зашел пока. Так. Ой-ой-ой. Сейчас будет, наверное, аннигилировать у нас. Так, тут время сложных решений, как говорится. Гильгамешем Ну, сыграть смотри. справа. Я вижу только такой вариант, да. Только риск. Только справа. А вытащим ли мы, если он -8 перекинет? Наверное, нет. Или вытащим. Ну, Не при знаю. условии, Давай что считать. Гильгамеш Раз, не два, уничтожится. 3, 4. Будет Гильгамеш 5-13.
5-13. Минус 8 перекинется. Так, получается 5. И у него тут 3. По идее вытащим. Мы можем еще этого перекинуть на всякий случай, ну не знаю. Ну, я думаю, не стоит. Ну Не что, стоит перекидывать. друзья, решающий момент. Супер рандомный. А подожди, но если мы слева сейчас сыграем, а может слева есть вариант сыграть? И мы там А мы точно не проиграем выиграем. Он же ж центральную мощную вот карту так? то свою отдал. Тут вопрос, среднюю мы сможем выиграть или нет. Сколько тут 8 аннигилятор. очков. У него есть что-то на 10? На 8, на 10. Может быть. Ну давай может так сыграем. Ну давай так сыграем. Тоже. Сейчас посмотрим. Что Хотя там у него. так ты пока выигрываешь все 3 локации. Ему, то есть, надо перекинуть минус 8 к тебе. И еще в центре что-то разыграть. Ну, по-моему, там аннигилятор не такой мощный. Если он его в центре поставит, то он его не возьмет. Не возьмем, да. То есть ему не хватит, чтобы локацию всю забрать. Ух! Что-то он такое разыграл. Так, одна локация забрана. Выиграл. Ай-яй-яй. К Ну, сожалению. это было Поражение. достойно, да. За несколько шагов проиграли, хоть и вредной колоде. Это было интересно, все равно. Что-то долговой такой поединок, и наш поход закончился там буквально за шаг до победы. У нас еще есть 4 попытки. Мы посмотрим, как оно пойдет в Но будущем. они в другой раз. В другой раз это точно. Друзья, спасибо за внимание. Комментируйте, ставьте лайки. Я думаю, мы достойно сражались. Всем спасибо. Пока-пока.